Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этот вечер все-таки дождались нас в прямом эфире. Кость Бондаренко на связи прямо сейчас. Константин Петрович, я вас приветствую. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я прошу прощения у наших уважаемых зрителей, у поклонников наших бесед. Ну, технические причины заставили вот буквально, что называется, с корабля на бал, буквально вот вбежать и сесть за компьютер. Ну, начнем. Очень надеюсь, что сегодняшняя наша программа не разочарует вас, тем более, что очень-очень много вопросов, очень много тем, которые сегодня, наверное, можно будет обсудить. Да, обсудим с удовольствием. Значит, помните, там есть сейчас современная группа, она поет там и про поезда, и вот ох уж эти самолеты, и вот это все, вот это оно как бы, знаете, ложится все, потому что на самом деле мир сейчас ускорился, и политическое ускорение событий мы сейчас наблюдаем точно, но попробуем во всем разобраться. Все как всегда, я вначале всех благодарю за то, что вы вот пишете в чат трансляции, люди пишут, откуда они смотрят, это очень важно. Напишите в комментариях тоже, откуда вы смотрите, потому что меняется полностью из-за этого удара на прошлой неделе по каналу вообще география. И причем самое интересное, что почему я прошу, потому что реально напишите, откуда вы смотрите, потому что вот если там поменять в настройках на Уганду, да, Украина, Уганда, ну, Уганда, может, там где-то и профигурирует. Вот просто интересно, откуда вы смотрите реально, физически. Мы все это преодолеем в любом случае, поэтому прошу ставить лайки. Очень благодарен всем за поддержку, за то, что подписываетесь на мой телеграм-канал, частный телеграм-канал. Пользуйтесь QR-кодом во время трансляции. Это возможность написать прямо на экран, если работает этот сервис. Вот то, что думаете или какой вопрос хотите задать, ворваться, так сказать, в эфир текстом. Мы собираем вопросы в сообществе YouTube, уже изрядно люди написали, и действительно будет интересный вот такой финальный блок нашего разговора. И отдельное спасибо тем, кто пользуется суперчатом, эта функция у кого доступна, тоже большое спасибо за поддержку. В общем, преамбула позади, и вот по сути дела. А я вот именно с сути хочу начать, Константин Петрович. Я вот, правда, вот долго думал, сегодня прям с самого утра понеслось, да, вот это все, как бы, палки, мед, ну, в общем, вы поняли, эти заявления. И мы видим какую-то выписанную, ну, какую-то вот линию, дугу сценарную. Мы сейчас разберемся, прям вот пройдемся по этому Лондону, который сорван, эти объятия Келлога и Ермака, тоже так интересно, слушайте. Заявление Трампа, который выволок Зеленского. Но я вот о сути хочу спросить и задать вопрос нашей аудитории в чате трансляции. Ведь по сути о чем идет разговор? Как закончить войну? Какое главное условие окончания войны? У нас опрос в нашем сегодняшнем эфире. И вот такие варианты. Смотрите, опять-таки, максимально пытался, ну, чтобы никакую сторону, вот просто объективно. Нас уводят постоянно в какие-то игры. Объективные варианты. Поехали. Замена первого лица одной из сторон. Ну, то есть не станет Путина, не станет Зеленского. Вывод ВСУ или ВСРФ из 4 областей. Ну, это стандартное, да. ВСУ отступили, удовлетворили территориальные претензии Конституции или ушли. Как бы вторгнулись и ушли. Следующий вариант. Это юридическое признание Крыма за Российской Федерацией. Это то, что сейчас мусолили и обговаривали со вчера еще. То, на что отвечал Зеленский. Тоже интересный вариант. Или военный разгром одной из сторон. То есть голосуйте, пожалуйста. Я попытался максимально объективно. Я хочу вот с этого начать. Как вам кажется, вот это весь кавардак. А суть в чем? Нет, ну, суть в чем? Суть в том, что Соединенные Штаты в принципе хотят поставить точку в этом конфликте, потому что они нацелены, не потому что они так любят Украину или же украинцев, а потому что они нацелены на абсолютно новую систему мировых взаимоотношений, на абсолютно новую систему мирового устройства, где Россия не рассматривается как враг,
Россия рассматривается как возможный партнер, или же, скажем так, про партнерство пока, наверное, будет достаточно громко говорить, но в данной ситуации Россия интересна Соединенным Штатам, вот, более интересно, чем Украина с экономической точки зрения, с политической точки зрения. И для того, чтобы перейти именно к экономическому сотрудничеству с Россией, Соединенным Штатам необходимо поставить точку в войне. Вот. При этом они исходят из того, что Украина эту войну проиграла, и сегодня Трамп это сказал практически прямо, что у Зеленского нет козырей на руках. И он сказал о том, что Украина тоже не продемонстрировала каких-то успехов, поэтому в этой ситуации, ну, фактически он исходил из древнеримского, старого римского принципа «Via Victis» – «горе побежденным». Если бы вы выбирали вариант из, ну, я так понимаю, склоняетесь к военному разгрому, или Да все-таки... нет. Дело в том, что военный разгром, он уже, в принципе, Украина эту войну проиграла, и я это говорю постоянно. Просто это надо признать. Вот у Украины нету сегодня ресурсов для победы в этой войне. Украина не продемонстрировала за последние 2 года более-менее серьезных успехов. Вот про Курск мы уже с вами говорили, это никакой не успех. И, соответственно, Украина просто продолжение войны в данной ситуации это чревато и новыми потерями территории, и новыми потерями живой силы. Ну, я думаю, что в этой ситуации остановка войны на тех условиях, которые, конечно же, нам не нравятся, которые невыгодны для Украины, но которые являются естественными в условиях, когда война проиграна, вот, они являются абсолютно понятными. Тем более, что если Украина не согласится сегодня с этими условиями, давайте говорить честно, то следующие условия будут намного серьезнее. Вот, у нас уже были стамбульские договоренности, на которые Украина не пошла, потому что решила, что давайте лучше воевать. Вот. Нынешние, там, как их можно назвать, там, лондонские, там, или не знаю, как их можно назвать, эти условия, они являются еще более жесткими. Если будет продолжение войны, я просто более чем уверен, что к осени будут еще более жесткие условия. Вот Арестович уже там говорил про то, что там не 4 области, а 8, да, будут тогда на кону. Ну, я не знаю, будут ли 8 или сколько, но на самом деле логика его абсолютно понятна. Константин Петрович, если попытаться разобраться в смысле лондонских мероприятий, вот перед нашим буквально эфиром, ну там утро или светлый день, да, то есть в Америке выходит Левит, и как бы мне очень нравятся вот эти заявления, как работает пресс-служба Белого дома в последнее время. Есть эмоциональные заявления, но они касаются там персоналии Трампа. Ну, когда там, вот, вы не понимаете, какой он гениален. Ну, это бывают такие казусы. Но она сегодня подвела черту, пару там, час назад или там минут 40 назад, вот черту подвела. Она говорит, Зеленский движется в неправильном направлении по мирным переговорам. Лондон что показал, а какое направление выбрал Зеленский? Зеленский не согласен на те пункты, которые были озвучены. Вот, и, соответственно, ну, я не буду их перечислять все, но просто некоторые пункты – это признание Крыма российским, проведение линии размежевания по линии фронта, и, соответственно, часть территорий признаются за Россией, часть за Украиной. Кстати, очень интересный момент, тогда возникнет ситуация двух оккупированных территорий. Вот, с точки зрения России оккупированными будут считаться территории Донецкой, Запорожской, Херсонской области, которые принадлежат Украине. С точки зрения Украины оккупированными будут считаться территории Донецкой, Херсонской, Запорожской, Луганской областей и Крыма, которые сегодня контролируются Россией.
Вот, так что вот такая вот будет парадоксальная сложится ситуация в таком случае. Далее, соответственно, Украина не вступает в НАТО, Украине не мешают вступать в Евросоюз, но тут вопрос, захочет ли Евросоюз принимать Украину. Вот, и так далее, и так далее, и так далее. То есть большое количество вопросов. Неозвученным оставался еще один, который, по моим данным, мои источники говорят о том, что он тоже все-таки негласно фигурировал, который передан Зеленскому. На протяжении 30 дней после подписания этого соглашения Зеленский и его команда должны уйти в отставку, а Верховная Рада должна объявить выборы. Ну, вот, президентские выборы. Но это, опять же, не буду утверждать, что это на 100% правда, но условия. Зеленский отверг эти условия. Зеленский сказал, что эти условия неприемлемы. Вместо этого он предложил, а давайте на 30 дней объявим перемирие. Вот было пасхальное перемирие, давайте теперь на 30 дней объявим снова перемирие. Трампа перемирие не устраивает. Трампу необходимо показать, что он добился неких подвижек в деле мира. Тем более, что истекает 30 апреля 100-дневный срок пребывания его у власти. Если он не покажет каких-то успехов, это используют против него его враги-демократы и глобалисты. И, соответственно, Трампа это выводит из себя, что Зеленский, который ему дерзит, который фактически бросает ему вызов, что Зеленский президент какой-то там непонятной страны, с точки зрения Соединенных Штатов, страны, в которой 99% американцев не знают, где она находится на карте. Вот вдруг он начинает качать права. Последним, кто рисковал, в принципе, вот так общаться с президентом Соединенных Штатов, был Муаммар Каддафи, если не ошибаюсь. Ну, возможно, еще и Мадуро, но это уже другой вопрос. Что касается Трампа, очевидно, что его терпение не бесконечно, и в данной ситуации я думаю, что Зеленский очень сильно рискует. У Соединенных Штатов наработан за более чем 200 лет, наработан очень серьезный опыт, каким образом прибирать к ногтю строптивых лидеров, неудобных лидеров стран третьего мира. Вот. Вспомним там и Томаса Санкару, и Мориса Бишопа, и того же Муаммара Каддафи, и Саддама Хусейна, и прочих, и прочих, и прочих. То есть Нет, ну есть понимаете, наработанные. конечно, лом в заднем проходе это, конечно, так себе перспективы. Ну, я же не говорю, что не все же там вот, И прям хотят. спецоперация была, ну вот это что, Да, я ну понимаю, такое. я понимаю. То есть в данной ситуации я абсолютно понимаю, что, знаете, когда-то в одном из интервью Александр Михайлович Волков, которого я ценю за ум, скажем так, афоризмы, которыми он просто фонтанирует. Так вот, он в свое время сказал фразу: «В жизни всегда есть место подвигу, но лучше держаться подальше от этого подвига». Да, от этого места лучше держаться подальше, От этого места, да, которое требует от тебя подвига. да, да. Константин Петрович, так о чем договорился Ермак? А он ни о чем не договорился, договорились договариваться. То есть вышли и сказали, что вот по результатам вот этой встречи сказали, что ну решили продолжить консультации. Все. Понимаете, у нас складывалось еще по состоянию на вчерашний день. Вообще, конечно, хронология потрясающая, если так вдуматься. На вчерашний день у нас складывалась четкая картинка. Да? То есть Лондон, встречается Рубио, наша делегация, которая была в Джиде, и мы как бы громко кричим о том, что нам нужен 30-дневный безусловный режим прекращения огня, и тогда мы готовы садиться вообще в любых форматах, там хоть с Путиным, хоть, не знаю, хоть со всеми вместе, хоть эдак, хоть так, то есть в любом формате. Дайте вот это прекращение огня, и причем это приправлено соусом, чтобы не гибли люди, чтобы не страдал никто. И мы понимали, Лондон, дальше идет Уитков, который отправляется к Путину, потом мы понимаем, что похороны Папы Римского, Зеленский первый вызвался туда отправиться.
Я не знаю, мне кажется, не получал он приглашения никакого, просто так вот на фоне медиа Не, волны. ну, кто же на похорона приглашает? Так, вот. Нет, ну подождите, ну то там Ватикан это все как бы Я обставляет. понимаю. Ну, Так, при чем здесь? ты же на самом деле просто приедет отдать дань уважения. Так, ну, опять же, пирожки поесть. Да, ватиканские И пирожки. это Ну вот не смотрите, совсем, совсем уместная шутка. у нас вырисовывалась какая-то картина, и уже вовсю пресса начинала писать о том, что до 30 апреля, то есть 100 дней Трампа, вот этот результат будет получен. Плюс мы еще держим в уме завтрашний день, 3 дня, которые там что-то заявит Трамп. Сегодняшняя выволочка Зеленского, это вот это заявление или нет? И Нет, получается конечно нет. календарь вот как бы вот он вроде как нарушен, а вроде как и нет. Похороны будут, Да, Витков Зеленский поедет. надеется, что он в Риме, когда он встретится когда он приедет туда, что ему удастся поговорить где-то там, вот, где-то отведет Трампа в сторону и сможет убедить его. Вот. Ну, понятное дело, что вряд ли протокол позволит провести такую беседу. Ну, всякое возможно. Ну, лоббисты постараются, добьются. Ну, посмотрим. Вот. Что касается Ермака, ну, смотрите, сегодня ничего и не могло быть, на самом деле. Представьте себе, что запланирована встреча на уровне министров иностранных дел. Министры иностранных дел совершают демарш соответствующий Это и, соответственно, демарш, да. показывают свое отношение к ситуации. Вот. Но понятное дело, что вместе с министрами иностранных дел приехали и советники. Ну, чтобы, условно говоря, не доводить до полного скандала, вот, решили, что ну, министры не встретились, встретятся советники. Просто понизили уровень встречи. Но если понизили уровень встречи, то советники не имели ни компетенции, ни, скажем так, директив, вот, которые они могут обсуждать. Поэтому просто встретились, сверили часы и разъехались потом, чтобы все-таки каким-то образом попытаться, может быть, организовать все-таки встречу министров. Тут еще один аспект, я бы хотел бы сказать, который играет против Зеленского. Потому что уже практически, уже практически почти решенный вопрос около политических кулуарах его обсуждают. Вот, между 17 и 20 мая может состояться встреча Трампа и Путина. И если Зеленский до этого времени будет дальше упираться, то он просто останется на обочине политических процессов, которые будут знаменованы фактически этой встречей двух лидеров двух государств. Так, Вряд подождите. ли ему удастся выторговать что-то до этого времени, вряд ли ему удастся чего-то добиться до этого времени. И если он не сможет убедить Трампа в том, что его план, а у него нет плана, он не демонстрировал несколько планов, все эти планы, в принципе, уже похоронены. Вот, и, соответственно, если Зеленскому не удастся убедить в своей правоте Трампа, то, соответственно, встреча двух президентов, вот, она попросту поставит Зеленского в крайне сложную ситуацию. Более сложную, чем та, в которой находится вот сейчас. Вы очень дипломатично выражаетесь. Да. Я хочу, чтобы вы распаковали. Обочина политических процессов, это, конечно, очень прекрасно. Но давайте посмотрим правде в глаза. У Зеленского нет оппозиции внутри, ему внутри бояться некого. Один там Разумков тихонечко таким дрожащим голосом, имеется в виду, пробиваясь сквозь экспертов, там Женю Кошевого, который уже хулит Трампа, все нагнетают, говорят, Трамп там козлина такой-сякой, а мы тут украинцы. Один Разумков говорит, ребята, это когда Венс сегодня заявил, что, ну, в аэропорту при перелетах журналист пресс-подход был, и он говорит, мы предложили, это лучшее решение. Останавливаем по линии разграничения, Украина строит лучшую страну, Россия тоже строит лучшую страну. Все, то есть расход. Мы предложили самое лучшее, и мы уходим. Вот то, что вы сейчас говорите, о том, что у Зеленского будет сложная ситуация и какие-то большие последствия, это означает, что США не уйдут из Украины. Конечно. Конечно. США прекратят
помощь Украине. Вот, но они не уйдут из Украины. Это главный момент. Три аспекта, три предложения, ну, даже в смысле, даже отталкиваясь от того, что вы сказали относительно того, что у Зеленского нет оппозиции, что Зеленского боятся и прочее. Вот, и, соответственно, первое, я уже сказал, в принципе, что, ну, скажем так, первое, я бы посоветовал бы всем почитать сегодня, завтра, еще раз перечитать вот, сказку Корнея Чуковского «Тараканище». Это далеко не детская сказка. Это далеко не детская сказка. Вот. В ней очень глубокий смысл. А вот второе, потом прочитать еще раз для себя, освежить так, бессмертное произведение Эрста Амадея Теодора Гофмана. Вот. «Крошка Цахис». Вот. Второе. Вот. Ну и третье, знаете, как любит говорить один мой хороший знакомый, вот, э, охрана от конвоя отличается поставленными задачами, постановкой задач. Так что, ну, я распаковал, мне кажется. Давайте я тогда буду более, как это, пресным. Ходят четкие вот уже сигналы, тоже в кулуарах, что не просто есть или там готовятся, а уже прям подписано, напечатано, опубликовано. Ну, единственное, что не опубликовано в смысле всем не донесено и СМИ никто не отдает. Указ или там распоряжение Белого дома, Госдепа конкретно, о том, что санкции против окружения Ермака введены, вот уже Да, практически введены, просто не пустили в да, ход. это правда. Это правда. Это подтверждается многими источниками, не одним. Это уже не слухи и даже не инсайды. Это уже то, что вот-вот может состояться. Есть определенная процедура. Вот, эта процедура минимально требует задействованности президента Соединенных Штатов. Все идет своим ходом. То есть это да. Вот. Когда я говорил про сказку Гофмана «Царь и Сценобрь», я просто могу сказать, что вот готовится вот этот вот момент, когда будут вырваны три золотых волоска «Царь и Сценобрь». А, Так, а кто пострадает? Я думаю, что будут, ну, во-первых, пострадает целый ряд людей из ближайшего окружения Зеленского. Вот. Списки, в принципе, гуляют, и там фигурирует большое количество людей, которые даже не облечены властью, но зато они знают все о счетах Зеленского, они знают все о движении средств, они знают всю подноготную. Кто-то стоял у истоков феномена Зеленского, кто-то входил в его команду негласно, не особо светившись и так далее. Но при этом это люди, санкции против которых могут быть очень болезненными для самого Зеленского. Это важный момент. Второй момент, понятное дело, пострадает Украина. Это, конечно же, это звучит пафосно, патетически, но на самом деле, конечно же, любые санкции, которые вводятся против граждан Украины, они являются ударом по Украине. Что будет предпринимать Зеленский, если запустится, ну, я так понимаю, Ничего. что Ничего. Он же не под санкциями. Он будет дальше защищать, говорить о несправедливости, о том, что силы, антиукраинские силы могут торжествовать, но мы не сдадимся и так далее. Он будет действовать по принципу «все хорошо, прекрасная маркиза». быстро переизбираться не будет? И это возможно. И это возможно, это ему тоже советуют. Дело в том, что некоторые люди в его окружении говорят: Володя, у тебя же сейчас золотое время, у тебя нету сейчас оппонентов, мы сейчас организуем очень быстро процесс, вот очень быстро организуем процесс, ну, например, за месяц проведем выборы, вы хотели выборы, мы вам покажем, чтобы никто не успел подготовиться, а мы сейчас, вот там, ну, условно говоря, 2 недели на регистрацию, 2 недели на ведение кампании, и все, и ты снова президент на следующие 5 лет. Есть и такой момент.
Есть такое. Да, тем более, что в руках у Зеленского административный ресурс, который позволяет контролировать и фальсифицировать выборы. У Петра Порошенко не было как минимум двух составляющих для того, чтобы максимально четко использовать административный ресурс. Вот. У Петра Порошенко не было диаспоры многомиллионной, за счет которой можно фальсифицировать результаты выборов, где там придут на избирательные участки 10 человек, а напишут 10 тысяч, знаете, вот, и попробуй докажи. Вот. Второе, это не было солдат на передовой, которые просто-напросто, мы знаем, каким образом там можно составить те или иные протоколы. Но это второе. Ну и третий момент. У Зеленского нет того, что было у Порошенко, нет Авакова, который подложил свинью Порошенко, вот, потому что именно Аваков вот, сломал сетки, которые должны были работать на Порошенко в 2019 году. Он попросту по ним ударил и, соответственно, пригрозил уголовными делами, и Порошенко остался у разбитого корыта. У Зеленского этих трех составляющих нет. Он не связывает по рукам и ногам. Он может фальсифицировать и рисовать любой результат. Хотите 160, хотите 180% голосов за. Сейчас вовсю раскручивается этот трек с мобилизацией. Нам разные спикеры говорят, что будут воевать все. Причем от каких-то таких, к которым мы уже привыкли, ну какие-то, да, стандартные, Да. барбершопные или еще Да. кто-то, военные, какие-то непонятные командиры, которые вот вроде вчера из окопа и говорят, что все будут воевать. Ну, теперь выходит там министр Кабмина Немчинов, да, тоже, он уже другим голосом, он спокойно говорит, все мужчины пойдут, все пройдут через ВСУ, все, там, женщины, за них Верещук взялась, их в центры национального сопротивления отправляют, как партизанские какие-то центры подготовки. Понимаете, дело в том, что Зеленский на всякий случай, вот он понимая, что может быть ситуация, когда он может быть отстранен от власти, он фактически пытается демонстрировать, вот, что он является президентом воюющей страны, и что он является лидером не только партии войны, он является еще и лидером партии реванша, будет лидером партии реванша на следующих выборах. И он хочет показать, что его команда, она имеет еще ресурсы, что вот если бы он оставался у власти, он бы поставил бы всю страну под ружье, и, соответственно, если он поставит всю страну под ружье, то, соответственно, у Украины есть шансы на выигрыш, вот, вопреки заявлениям Трампа, вопреки позиции Соединенных Штатов и так далее, и так далее, и так далее. Вот, знаете, хуже всего, что когда-то потом появятся историки, которые будут заставлять будущее поколение верить в то, что Зеленский действительно был президентом воюющей Украины и чуть ли не самым успешным украинским политиком. Вот. Это будет. Знаете, нашли же у последователей или, скажем, адвокаты у такого политического ничтожества, как Петлюра. В целом, да, нашлись. Медведев пишет. Трамп. Отказ Киева признать Крым российским вредит переговорам по урегулированию конфликта. Мы ждали. Надеюсь, что разные европейские уроды, такие как Стармер и Макрон, услышат это, и тогда тифозная вошь Киева, которая находится в наркотическом забытии, будет возвращена к реальности. Ну, понятно, что ликуют, слов там не подбирают, но я хочу задать вот так вопрос, исходя из этой реакции, которую мы сейчас наблюдаем, ну, на примере Медведева и разных людей, которые, ну, это действительно так, вот было только в овальном кабинете. Ну, тогда они лично встретились и всех выдворили, и это было как-то вот физически. А вот медийно это правда. Там Трамп выволочку дал Зеленскому. Я, если честно, 2 раза или 3 перечитал этот момент, кусок. А что ж вы не воевали за этот Крым? Да, если вы сейчас его, ну, пробуете как бы поднять на щит. Константин Петрович, а вам не кажется, что, я просто гипотетически спрашиваю, это интересно, что вот этот вот вброс в прессу, слив этих пунктов, вместе с вот этим выходом вчерашним Зеленского, где он говорит, я даю делегации мандат только на 30 дней прекращения огня,
Запорожская АЭС никогда не будет американской, там будут наши люди, у них нет таких технологий, которые там позволят им управлять американцам ЗАЭС. Американцы и русские вечные враги. Ну, короче, он там реально напихал тогда, да, НАТО, если мы откажемся от НАТО, от чего откажется Россия. То есть, что это все была некая заготовка. И вот эти пункты, которые сейчас все растиражировали глобалистские СМИ с очень уникальными заголовками на протяжении сегодня, вчера, это все был намеренный слив для того, чтобы, ну вот как бы потом вот так сыграть обиженного, отвергнутого, и вот смотрите, как радуется Москва. Не, ну и это тоже могло быть. Вполне возможно, что там есть и другие пункты. Вполне возможно, что будет и другая постановка вопроса, и, что, и так далее, и так далее. Все может быть в этой ситуации. Но давайте говорить откровенно, что Трамп, когда писал свое, то есть то, что вы называете выволочку Зеленскому, вот, когда он говорил об этом, он полемизировал не столько с Зеленским, с американскими демократами. Он же указывал, что Крым ушел при Обаме. Да. Вот. И Обама палец о палец не ударил в этом отношении. Война началась при Байдене. Вот. А если бы он был президентом, войны бы не было. Вот. И что вы теперь начинаете говорить про Крым, если это демократы его сдали фактически? Вот. То есть таким образом он ставит, то есть не Зеленский главная мишень сегодня. Вот. Что касается Медведева, ну, стилистика, знаете, не хочу на это обострять внимание, но, знаете, очень, знаете, ой, халтура, ой, не похоже, что называется. Хочет Медведев очень быть похожим на Жириновского, но очень не похоже, знаете, очень далеко ему от Ну, он старается. Владимира Вольфовича. Да, старается. Старается как Да. может. А что по фронту? Чего ждать? Нам, На нам фронте у нас говорят, каждый день приходит информация о том, что мы теряем один населенный пункт за другим. Сегодня вот как раз сижу, читаю, что вот потеряли кусок трассы возле Торецка, потеряли, значит, там один населенный пункт, другой населенный пункт. В Курской области осталось полсела, село Горналь, вот, которое вот половина сейчас под ВСУ, половина уже контролируется российскими войсками, и, соответственно, ну, больше нету там населенных пунктов, которые бы контролировались бы Украиной. То есть Курскую область потеряли. Я тут читал буквально на прошлой неделе, где-то, кажется, чуть или не 10 назад, одна из украинских экспертов написала, что надо сейчас срочно Зеленскому поменять Курск на Мариуполь. Ну, это в качестве экспертов тоже. Вот. Ну, почему я тогда же даже писал о том, что почему не Горловку на Челябинск, условно говоря, вот, с таким же успехом. Вот. Ну, одним словом, у нас большие проблемы на фронтах. Действительно, большие проблемы на фронтах. Это тоже стоит признать. Это признают, кажется, все, кроме Зеленского. есть информация, что к 9 мая вооруженные силы Российской Федерации уже будут в Днепропетровской области, которую Зеленский в своих публикациях, ну, сегодня там был тяжелый удар по Никополю, много раненых, дрон, FPV-дрон попал в людное место, в общем. И он упорно называет Днепропетровскую область Днепровской, ну, там, Днепровскую, не Днепропетровскую, хотя официально ее так и не переименовали, потому что Нет, нет. ее не могут переименовать, потому что именно Днепропетровская область, точно так же как Кировоградская область, фигурирует в Конституции Украины. Вот, не Храпивницкая область, вот, и не Днепровская область. Но это уже вопросы к спичрайтерам Зеленского. У меня нет информации о том, что к 9 мая российские войска должны войти в Днепропетровскую область. У меня такой информации нет. Вот. Что касается Ну, это наши военные говорят. да, не, ну я понимаю, я просто говорю, у меня такой информации нет, может, наши военные там владеют какой-то информацией, я такой информацией не владею. Ну, плюс ко всему, насколько я вижу, Россия сосредоточилась на дальшем захвате именно территорий, которые они объявили своими, Донецкая, Запорожская и Херсонской области. Вот, именно там они активничают. Раньше Сырский говорил, что будут активности в Сумской и в Харьковской областях. Вот, про Днепропетровскую область
были когда-то, полгода назад, наверное, или еще осенью прошлого года были определенные такие там догадки, а может российские войска пойдут там из Запорожской области на Днепропетровскую, там на Павлоград и так далее, а потом дальше на Харьковскую оттуда. Но это все были догадки военных экспертов. Вот. У меня такой информации, повторюсь, нет. А что касается Никополя, удары там понятны, потому что Никополь, он находится просто вот если посмотреть на Днепр, здесь Энергодар и Запорожская атомная, по той стороне Никополь фактически. Вот, это города, которые через речку. Вот. И, соответственно, Россия таким образом бьет по Никополю, вот, давая понять, что она уничтожает определенные объекты, которые могут представлять опасность для Запорожской атомной и не хотят давать возможности совершить определенное десантирование, форсирование Днепра в этом районе и десантирование в Энергодаре. Так что, Да, ну, но люди, которые находятся в Никополе, вот, они говорят о том, что уже чуть ли не полгорода там фактически да, ну, представляют, такая представляют ситуация, как с угрозу. Херсоном. Туда, кстати, Да, тоже через Днепр какие-то действия тоже на островах вот пытаются россияне предпринять. А, Я к чему задаю вопрос про фронт? Потому что на фронте похвастаться нечем. Можем только там Елабуга, вот смотрите, как там взорвался склад вчера, там Елабуга, сегодня этот завод. То есть вот только вот такими ударами, дронами, да, да. вот только это может быть. Ну вот я просто пытаюсь разобрать фразу Трампа, что у Зеленского нет карт на руках. Да, но дело в том, что подобного рода удары, они неэффективны, а эффектны. Картинка, вот, красиво, столб огня, вот, разлетаются там детонирующие вот, снаряды и прочее. Но, или же там, если попадают на какую-нибудь нефтебазу, там горит, значит, нефтебаза. Нефтеперерабатывающий завод очень скоро тушится, и на самом деле он вступает снова в работу вот, буквально через пару недель обычно. Там своя система предотвращения обычно там употребляется своя система предотвращения аварий. Вот. И в этом отношении, я еще раз повторюсь, это не эффективная, а эффектная работа. Работа на медиа, работа на картинку, работа на обывателя, который видит там вот этот огонь и говорит, ух ты, как классно, вот как мы им дали, все, еще один такой прилет, и Путин останется без нефти. Конечно, да. Или без шахедов Да, этих, которые, да, кстати, конечно. стали очень опасны в последнее время, потому что их совершенствуют. Их Да? совершенствуют. Пока у нас там рассказывал Зеленский, мы сделаем 1, 2 миллиона дронов, еще что-то. А вот эти шахеды Не сделали иранские, мы миллион дронов. Мы должны были за 24 год, я помню очень хорошо, что обещал Камышин в свое время, что мы за 1 год создадим миллион дронов. А потом как-то стыдливо начали умалчивать, сколько сделали. Вот. да, Ну, друзья, 22:16 сейчас по Киеву приходят новости. Спецпредставитель Келлог после встречи в Лондоне пишет у себя: пора двигаться вперед, согласно директивы президента Трампа по войне между Украиной и Россией. Остановить убийство, достичь мира и поставить Америку на первое место. ну What вот. is it? Это означает, что Соединенные Штаты дальше будут настаивать на своем плане. Таким образом это рассматривается. То есть встретились, поговорили, не убедили друг друга. Соединенные Штаты дальше будут давить, именно продавливать свой план. Параллельным курсом приходят фотографии, это тоже вот во время нашего эфира, 5 минут назад, там 10 распространили средства массовой информации. Там же Шмыгаль отправился в Америку. Он Да. потерялся в начале недели. Все как Мгм. говорят, где Шмыгаль, где Шмыгаль? Они же вроде сделку должны подписать были, меморандум о намерениях вот этот опубликовали в прошлый четверг, а сейчас вот появилась вот формализация, точку надо было ставить. То есть в Лондоне точку по поводу войны и мира не поставили. А вот по поводу сделки Шмыгаль в костюме, не в пижаме, в костюме,
С Бессентом уже встретился, жмут руки, радуются, улыбаются. Так а что со сделкой? Какая ее судьба? Ну, наверное, он поехал либо подписывать, либо парафировать, либо договариваться о сделке. В любом случае, точно он не поехал говорить о мире. Это не его сфера компетенции. Хозяйственные вопросы, экономические вопросы, да, это премьер-министр. Вот. Что касается вопроса войны и мира, для этого есть другие люди. Ну, давайте еще про Крым и еще одну тему рассмотрим немножко, ну, дальше. Значит, советник президента США Дэвид Сакс пишет: Крым должен стать для Зеленского самой простой уступкой, потому что, первое, в течение последнего десятилетия он был частью России. Второе, подавляющее большинство населения этнические русские, которые, как показывают западные опросы, хотят быть в России. Третье, у Украины нет военного пути вернуть его. Катастрофическое летнее контрнаступление 23 года это ясно показало. Если Зеленский не уступит этого, он не уступит ничего, поэтому сделка с ним невозможна. Да. Ну, в данной ситуации обоснование крайне, ну, оно абсолютно понятно, это обоснование. Вот. В данной ситуации с точки зрения Соединенных Штатов вот, присутствует определенная логика. Вот. И давайте говорить откровенно, что у нас Крым стал попросту таким себе именем нарицательным, который относительно Крыма у украинских властей, украинских военных нет никаких планов, нет никакой стратегии возвращения Крыма. Вот. И на это тоже указывают американские чиновники. Если завтра кого-либо, Зеленского, Ермака и так далее, спросят, что вы будете делать с Крымом, они, даю 100% гарантии, у них нет заготовленного ответа. Кроме слов «Крым наш» и что необходимо восстановить справедливость, того, каким образом они собираются это делать, у них в голове нет. Ну, просто совсем нет. Добавлю от Левит, она опровергает, что никто Украину об этом, ну, признавать Крым не просил, и, собственно, сам Трамп об этом говорил, и, в общем, поэтому... Достаточно того, что могут Соединенные Штаты признать. Есть прецедент Косово. Сербия, например, заявляет о том, что Косово это, ну, и понятное дело, это историческая часть Сербии, это очень важно для сербов. Косовары появились, так называемые косовары, на деле албанцы, появились только в 40-е годы, 40-е, 50-е годы 20 века на этой территории, благодаря щедрости Иосипа Брос Тита. Вот, это историческая часть Сербии, это то же самое, что мы бы там, например, Чигирин там, или же, там, не знаю, Канев, вот, отдали кому-то, а потом нам сказали, что это теперь не ваше. Вот, просто это священная земля для сербов. Вот. Европа не признает Косово Извините, независимым. Константин Петрович, я за эмоции, это не по поводу Косово и косоваров, нет. Зеленский только что запостил у себя в соцсети X заявление 2018 года тогдашнего госсекретаря Помпео, ну вот эта Крымская декларация о том, что Штаты подтверждают в качестве своей политики отказываться признавать претензии Кремля на суверенитет. Ну вот началось. То есть... Давайте напомню, что Помпео не принадлежит к ближайшему кругу Трампа во время этой каденции. Более того, Помпео и целый ряд лиц, которые представляли команду Трампа в 2017-2021 годах, на сегодняшний день являются, ну, едва ли не предателями с точки зрения того же Трампа. Вот. Поэтому апеллировать сегодня к заявлениям Помпео 2017 года, это то же самое, что если бы Зеленского кто-то напоминал, например, вот, ну, я не знаю, слова Андрея Богдана, например. Тоже член его команды. Да, или какой-нибудь бывший, да, да. Да. Нет, тоже член его команды в 2019, начале 2020 года. Ключевой член команды. Вот. И говорить о том, что вот, ну, сейчас вот заявление, например,
Богдан, например, выступает с каким-то заявлением, и завтра Трамп скажет, вот, пожалуйста. Вот. Это то же самое шулерство будет с политической точки зрения, что сейчас Зеленский поднимает слова Помпео, сказанные в 2017 году. Очень многое поменялось с тех пор. Безусловно. Значит, друзья, пожалуйста, поставьте лайк и доголосовывайте в чате трансляции. Пишите, откуда вы смотрите, и будем скоро обращать внимание на ваши вопросы. Нас смотрит больше 30 тысяч. Всем врагам назло и всем блокираторам и всем остальным. Подпишитесь на телеграм-канал, там есть в закрепленных сразу, как это все очень быстро на телефоне сделать и, в общем, никого не бояться. Кость Бондаренко тоже указан в описании к этому видео, его телеграм-канал, где и YouTube, и творчество, и, собственно, работы Константина Петровича. Я бы хотел перейти к очень важному вопросу мобилизации. Значит, опубликовано количество бригад, которые отправляют 18-24-летних. Значит, их теперь не 16, как было раньше, а 24. И, в общем, интересно, что раньше, совсем недавно, замглавы офиса президента Полиса, который поехал тоже в Лондон в составе делегации, сообщал, что вот указанный контракт подписали менее 500 человек. 500. Любая нормальная государственная программа закончилась бы тут же и не начавшись. Это был бы провал. Как вам кажется, на какие шаги мобилизационные пойдет непосредственно Зеленский ввиду сложившейся обстановки, которую мы описали выше? Ой, да тут большое количество сейчас предложений. Давайте будем сейчас забирать на фронт студентов, которым больше 24 лет. Ну вот, а давайте будем сейчас лишать брони те или иные категории, а давайте сейчас еще более активно мобилизационное действие. Вот, а давайте теперь уже не просто будем агитировать людей 18-24 года, а будем и точно так же их отлавливать и отправлять добровольно-принудительно. То есть разные предложения, но знаете, когда появилась вот эта идея про 18-24, ну, у меня историческая параллель только одна была. Это октябрь 1944 года. Вот, это новые возрастные категории, которые в Германии были приняты, то есть начали призывать мужчин старше 50 лет, вот, до 55 лет, значит, начали призывать, и детей с 16 лет начали призывать в армию. Но насколько это помогло, я думаю, что все знают, те, кто помнит историю, вот, те, кто не те, кто считают, что УПА взяли Берлин и, соответственно, водрузили там знамя, красно-черное знамя, а вот те, кто помнит реальную историю, я думаю, что они знают, чем закончилось подобного рода действие. Это неэффективно. Зеленский отправляется в Южную Африку впервые в истории. Все позиционируется как встреча с Рамафосой. Но многие там, Deutsche Welle об этом пишет, многие говорят, что про мир что-то будет. Ну вот что-то же должно быть про мир, и Зеленский там будут как-то сверять часы, какие-то намерения обрисовывать. Но давняя идея Зеленского и Ермака, что необходимо каким-то образом совершить прорыв на глобальный юг. И почему-то в офисе президента считают, что слабым звеном вот, среди стран БРИКС, среди стран глобального юга является именно почему-то Южная Африка. Хотя Южная Африка на сегодняшний день, я бы не сказал, что она является слабым звеном, учитывая ее сотрудничество, более чем активное сотрудничество с Китаем, с Бразилией и с Россией. Вот. Именно поэтому, ну, я думаю, что это будет абсолютно пустой визит. Сегодня мощный такой достаточно скандал разгорелся, но я бы очень хотел, знаете, как горечь отсутствия каких-то реакций обозначить. Город Харьков. Есть там мемориал жертвам Холокоста в Дробицком Яре. Двое парней фотографируются с нацистским приветствием на фоне этого мемориала и, ну, собственно,
на том месте 17 тысяч евреев Харьковой области тогда были казнены. И я вот хочу просто, чтобы просто все отследили. То есть появляется фотография в пабликах специфических, то есть там где-то местных, где-то еще каких-то. Тут сразу подхватывают там российские, которые говорят, смотрите, смотрите. Дальше провал, пауза на полдня. И выходит мэр Терехов, мэр Харькова, и говорит, что эти трое не мальчики, это не шутки, это не глупости. И говорит, полиция, разберитесь. Ну, полиция дело уголовное, ну, завела, в общем, ищут этих ребят, которые там зиговали. Но тут же проблема в чем? Вот если бы мэр не обратил внимания, да, мы бы как бы так вот это подумали, что это ИПСО какое-то. Но мэр обратил внимание. Но эти мальчики на камеру как бы извиняться не будут. Это все делается в преддверии, сейчас вот скоро, 9 мая, 80 лет Победы. Это вот как выглядит с точки зрения медийной подачи? Или просто день рождения Гитлера, а дурачков у нас хватает, картины друг другу дарят, свастики вывешивают, и это просто уже как бы норма стала в нашей стране. Вы понимаете, на самом деле процесс реабилитации нацизма и реабилитации Гитлера в Украине, он идет абсолютно давно, проходит совершенно давно. Вот. И давайте говорить откровенно, после 2014 года на это закрываются глаза. Вот. Это было уже не единичное явление, вот таких явлений было достаточно. Но понятное дело, что здравомыслящие люди воспринимают это как кощунство, но с другой стороны, я более чем уверен, что за заявлениями Терехова вряд ли что-то последует. Вряд ли будут предприняты какие-то действия. А если и будут предприняты, то они будут более чем мягкие. А почему мы на нацизм закрываем глаза? Потому что у нас с некоторых пор считается, что нацизм – это антитезис по отношению к большевизму. Вот. И, соответственно, и плюс ко всему, победа в Великой Отечественной войне – это кремлевские нарративы, у нас же так это считают. Раз это кремлевские нарративы, то необходимо в пику показать, что мы толерантно относимся к Гитлеру, нацизму, там, к фашизму и так далее, и так далее. У нас в абсолютно свободной продаже книги, которые там, не только Майнкамф с 91 года продается всюду, скажем так, это, а что касается там мемуаров разного рода нацистов, вот, я когда-то уже писал про мемуары Анты Павелича, вот, ну, скажем так, что для кого-то, возможно, Павелич – это его герой, но я считаю, что это откровенная мразь. Вот. Будем говорить откровенно, которого даже нацисты, скажем так, брезговали, скажем им так. Что касается вот этого процесса, знаете, вот у нас же и Бандеру преподносят тоже в пику России. Раз в России он считается там врагом и, скажем, одним из антигероев, то давайте мы будем его преподносить. Не потому, что он гений, не потому, что он великий деятель, а потому, что он не нравится русским. Так а что, посмотрите, я вот хоть убей, вот не могу понять. Ну, точнее, я понимаю, но просто обостряю вопрос. А, Пику русским, ну Да, окей, но смотрите, у нас же как, война идет, да? да. Мы же вроде как вот воины света со свастиками получается. Конечно, вот это, вы понимаете, в одной голове вот именно происходит именно такая мешанина, такая шизофрения иногда, вот, что свастика там с вот этим вот именно гордым званием воина света, она абсолютно помещается. Ну, извините, пожалуйста, у немцев, когда они шли воевать, у них на пряжках была надпись «С нами Бог». Вот, ну, Какой извините. только, да. Да, вот это тоже как бы такой себе пример. Вот, что касается как раз взглядов на историю, знаете, такое впечатление, что сейчас начинают доставать из исторического небытия
такие фигуры уже, ну, такие мерзкие фигуры просто, что хочется вымыть руки после этого. Например, сейчас начинается глорификация, вот я с удивлением увидел, что начинается глорификация такого деятеля, как атаман Шкуро. О, Вот. боже. Атаман Шкуро, значит, которого сейчас представляют украинцем, который воевал против большевиков и так далее, и который погиб там смертью героя, ну, его повесили, вот, как нацистского коллаборациониста и так далее, вот вместе с Красновым и так далее. И процесс 46-47 году. У нас его уже теперь преподносят как национального героя, вот, который едва ли не хотел Кубань присоединить к Украине. Там были другие люди, которые в 18-19 годах рассматривали вопрос либо независимости Кубани, либо же присоединения Кубани к Украине. Там Лука Бич был, потом был Николай Рябовол и прочее. Да, вот, но сейчас у нас представляют именно Шкуро как героя. У нас представляет целый ряд людей, которые были членами организации украинских националистов, но потом запятнали себя именно расстрелами и евреев и так далее. Их представляют тоже как героев. Им открывают мемориальные доски и прочее. Вот, о них издают книги, забывая, там, вычеркивая там, их определенные антисемитские деяния, и не только антисемитские. То есть реально у нас есть сейчас определенный запрос, вот политический запрос, именно на некую альтернативную историю, но эта альтернативная история с таким душком, что, знаете, как-то становится не по себе. Вот. У меня есть несколько моих знакомых, кстати, один мой очень близкий приятель, он сегодня воюет на фронте, вот, он сам офицер, За вот кого? мы с ним, что, за Украину, Мгм. за Украину. Ну, важно, И важно отмечать, потому что, да, знаете, ну, да, он воюет, да, за Украину. Вот, и, соответственно, он выходит с Западной Украины сам, но он постоянно акцентирует внимание на том, что он бы сейчас, вот если бы он знал, кто сейчас раздает подобного рода задачи, вот относительно промывания голов подобного рода вот, творчеством, вот, он бы задумался над тем, с какой стороны враг. да, друзья, напишите, пожалуйста, ну, пишут, конечно, люди потрясающие, аудитория просто такая, ну вот прям, ух, говорит, нужно срочно организовать проспект Шкуро, Андрей пишет. Я Да-да. не, я, кстати, не удивлюсь, если у нас будет такая инициатива. Я не удивлюсь, если вдруг появится где-то в каком-нибудь городе там проспект Шкуро. Проспект Шкуро, да. Да. А, Понимаете, тут мне вот Нарышкин в последнее время, ну не то что нравится, вот идут волны такие, ну такие, срыв с Лондона, да, еще там какая-то, вот все, казалось бы. Тут вот Трамп напал на Зеленского, Зеленский отбивается Крымской декларацией Помпео по всему X Илона Маска. То есть, я так понимаю, специально, чтобы его дальше раздражать по поводу Крыма. Хотя четко сказали, никто вас признавать Крым не заставляет. Садитесь за стол переговоров, что вы ходите туда-сюда. Ну вот так. Да, и в этот момент вот это вот все, вот это бурлит, выходит Нарышкин, говорит, а ему же спрашивают, а есть вообще шанс? Говорит, шанс есть всегда. Ну, мол, договориться с американцами по поводу мира в Украине. Вот есть шанс вообще из вот этого всего, да, чтобы вышло нечто такое, чтобы... Ну, вы же Ну, помните, ну, смотрите, Нарышкин это... обтекаемо. Нарышкин обтекаемо сказал. Ну, Нарышкин на сегодняшний день возглавляет внешнюю разведку. Вот. Понятное дело, что он не принадлежит к числу тех людей, которых уполномочили говорить какие-то вещи, связанные с миром. Он добывает информацию, вот, анализирует, его ведомство добывает информацию, анализирует информацию и подает эту информацию первому лицу или первым лицам государства. Вот. Но он не является тем публичным лицом, который там, дает определенные рекомендации относительно войны, мира и еще чего-то. То есть это не его сфера компетенции. Вот. В былые времена
на былых должностях, да, он мог комментировать те или иные политические моменты. А сейчас, понятное дело, отсюда его и обтекаемость формулировок. Нет, просто я почему его вспомнил, потому что он четко, да, четко заявил, что нужно там Украине. Там не надо много пунктов, три, там все. То есть конкретно, среди прочего, там отмена дискриминационного законодательства. Ну, вот это вот требование. Но сегодня Песков говорит, слушайте, а у России нет требования замены Зеленского. Но, правда, конечно, его решения могут быть оспариваемы в плане легитимности. Вы можете вот сейчас сказать, вот хочет А Россия, чтобы не было дело в том, что Зеленского или не хочет? подобного рода требования никогда не выносятся в публичную плоскость. Подобного рода требования никогда не прописываются даже в тайных протоколах. Это, как обычно, вот, в принципе, это требование обычно согласовывается в устном порядке, вот, джентльменское соглашение между сторонами, не более. Поэтому, да, Песков прав, нет такого требования. Вот. Но это не значит, что это требование не обсуждается. Да, значит, ну и давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. 32 тысячи нас смотрят онлайн, мы 60 минут в эфире. Какое главное условие окончания войны? Вот что, как чувствуют люди сейчас? 13% юридическое признание Крыма за Россией. Ну вот это вокруг чего весь сыр-бор. Вот я все-таки после заявлений Левиты Трампа убеждают, что это мы вбросили какую-то эту историю и потом сильно обиделись. Вот специально, чтобы затянуть, сорвать переговоры. А в Лондоне сегодня правда должна была ставиться точка. Вот я вот уверен, что в Лондоне должна была ставиться точка. А мы сорвали. Ну ладно, 13%. 14% вывод ВСУ или короче, вывод войск. То ли одной, то ли другой стороной. 20% замена первого лица одной или другой стороны. Ну и 54% военный разгром одной из сторон. Вот такие итоги сегодня. 15 тысяч голосов мы получили. Что скажете? Ну что, в принципе, абсолютно логично. Абсолютно логично. Ну, тут против данных цифр очень сложно что-то возражать. Это да. Значит, поехали вопросы. Сессия вопросов и ответов. Друзья, уже есть там пользователь, который воспользовался QR-кодом. Спасибо большое, что и там, ну, пользуйтесь сервисами YouTube. Это тоже очень приятно и замечательно, особенно в сложившейся ситуации. Я очень рад, что нас сегодня так много. И давайте начинать непосредственно разговор с Константином Петровичем уже как бы, да, ну вот, с помощью ваших вопросов. Поехали. Вега спрашивает. Константин, прошу расскажите историю украинского народа, когда и как появился, сформировался украинский этнос, когда и как украинский язык. Существовало ли в древнее понятие вообще, в древние века, украинское государство? Конечно, нет, не существовало. Это явление более нового времени. Вот, понятное дело, до 1917 года подобного самоназвания не было. Вот, так что многие государства вот, и многие народы имели свою государственность или же входили в состав других государств, вот, а именно оформились как именно творческие процессы у них пошли только с 19-20 века. Это абсолютно нормальное явление. Поэтому говорить о том, что была некая Украина и было украинское государство в средние века, это понятное дело, что не является исторически правильным. Но в то же время методологически уже давно договорились, что когда мы говорим «история Украины», то мы начинаем исследовать все то, что происходило на определенной территории, которая сегодня называется Украиной, вот с древних времен, вот, и до нашего времени. Точно так же, как история России, вот, понятное дело, тоже изучается вот все, что происходило на территории России с древнейших времен и до нынешнего времени, или же там любое другое государство. Но это не значит, что там любое государство могло называться в средние века. Вот когда мы изучаем, там, например, историю, там, я не знаю, там, вот, историю Германии, например, вот, то все то, что происходило, например, во времена Юлия Цезаря на территории Германии, вот, что это все именно что это немцы. Ну да. Вот.
Да, никто же не говорит о том, что в Тевтобургском лесу римские легионы разгромили немцы. Вот, понятное дело. Вот, поэтому, но это часть истории Германии на Да, сегодняшний день. да. Значит, сообщество YouTube, начинаем отсюда. Пока не пишите в чат трансляции вопросы или повторите в самом конце. Давайте поработаем с ним. Очень много людей оставили вопросы заблаговременно. Синяя борода, Константин. Это прошедшее перемирие может стать триггером в большей радикальности населения к вопросу о власти и мире? Спасибо, всем добра. Может, дело в том, что мы вообще сейчас на пороге определенного нового радикализма. Могут быть как абсолютно недовольные тем, что власть оказывается недоговороспособной и, соответственно, обрекает народ попросту на уничтожение. А могут быть и недовольные тем, что власть идет на какие-то переговоры, и могут создаваться разного рода радикальные структуры, недовольные властью из бывших военных или действующих военных, которые могут создавать целый ряд заговоров с целью недопущения мира. Мгм. Натан Разумовский. Всем добрый вечер. Александр, здравия вам, вашей семье. Спасибо. Вопрос. Константин Петрович, неделю назад в германском телевидении вышел репортаж, что 3,5 миллиона жителей Донецкой и Луганской областей сменили украинские паспорта на российские. Как можно и каковы шансы вернуть эти области в состав Украины, если большая часть граждан, проживающих на этих территориях, сменили паспорта? Более того, там уже появилось новое поколение людей, которые никогда не жили в Украине. Вот. Люди уже, там родились дети, которым уже 11 лет, вот, которые живут в абсолютно новых условиях. И чем больше времени проходит, тем дальше отходит там, Донецк, Луганск от общеукраинской определенной политической канвы. Вот, они живут по иному времени уже. Вы знаете, я более чем уверен, что вернуть по добру, по здорову эти территории невозможно. Более чем уверен, это подкрепляется определенными цифрами, более чем уверен, что в случае, если провести сегодня референдум, даже под эгидой Организации Объединенных Наций, даже если на каждом участке поставить там иностранного наблюдателя и так далее, результат будет не в пользу Украины. У нас многие кричат о том, что мы вернем эти территории, но вопрос, а что делать с гражданами? Вот, и ждут ли граждане? И будут ли они встречать с хлебом с солью вот, освободителей, условно? Эти вопросы зависают в воздухе. Светлана, добрый вечер. Никогда не могла понять, зачем Арахамия рассказал про настоятельный совет Джонсона о Стамбуле. Поясните, пожалуйста. Ну, тут есть два момента. Первый момент – это то, что Рахамия, который, кстати, всегда был в очень напряженных отношениях с Ермаком, очередной раз поссорился и решил просто показать их нравы, условно. Второй момент – Рахамия, он всегда был ориентирован на Соединенные Штаты, и он попросту решил показать, кто реальный виновник ситуации, которая сложилась в апреле 2022 года. Кость Петрович, Михелен, пользователь. Кость Петрович, когда все закончится, вы посетите Москву. Так хочется купить Джокера с вашим автографом. Будем рады. Елена. Когда все закончится, когда будет мир, обязательно посещу. Значит, да, ну давайте все-таки вернем этот момент. Ирина, здравствуйте, я Ирина из Болгарии. Не знаю, уместно ли спрашивать вас, знаете ли вы что-нибудь о Вадиме Карасеве. Я слежу за вами, Вадимом Карасевым. Мне очень хотелось бы услышать его мнение, но публикуются старые материалы. Спасибо большое Константину Бондаренко за прекрасные анализы. Спасибо, Александр Шелест, тоже меня хвалят. Ирина, спасибо вам большое. Все нормально с Карасевым. Да, все нормально. Судится и молчит. Да, именно. Именно он пока судится, вот, соответственно, ему как-то не с руки сейчас выступать. Я общался буквально с ним на днях. Вот, у нас очень давняя история знакомства, отношений и так далее, которой уже более 20 лет. Вот, я с большим уважением отношусь к Вадиму Юрьевичу. Вот, с большим уважением. Я всегда относился с таким уважением к нему. И я уверен, что правда восторжествует. Я не уверен, что правда восторжествует.
Рано или поздно она восторжествует. Не-не-не, нет, я уверен, что как это все очень сильно изменится, и это будет абсолютно другая ситуация, и будет по-другому выглядеть, мне так кажется. Александр, я думаю, что будет ситуация, при которой будет борьба с культом личности, будет борьба с наследием диктатуры. Вот, и в ходе этой борьбы э, очень многие решения будут попросту пересмотрены и отменены. Да, причем очень быстро. И я думаю, что на Вадима Юрьевича, ну и я там в этом пакете, в этом же, да, это самые короткие санкции, в общем. Там люди по несколько лет сидят. Да, да, да. Я уже со многими людьми, которые под санкциями, они уже просто над этим смеются. Вот просто уже, если раньше когда-то санкции вызывали определенную дрожь у людей, то сейчас они вызывают исключительно только смех. Вот. Это агония. Давайте будем говорить откровенно, это агония режима. Слава, если Трамп умоет руки и перекроет передачу вооружения и разведданных, какова вероятность, что военные во избежание верной смерти устроят бунт? И как поведет себя народ в таком случае? Но такая вероятность тоже существует. Знаете, возможно все. Как показывает опыт 1917, 1918, 19, 20 и прочих годов, да и не только этот опыт очень многих стран, что в эпоху турбулентности возможны и такие варианты. Возможны такие варианты. А вот как поведет народ? Народ будет и дальше безмолвствовать в большинстве своем. Народ будет ждать, когда все наконец-то закончится, уляжется, утихомирится. Значит, Наталья Яковлева, вот вы со мной на одной волне. Спрашивает, а может ли так случиться, что несмотря на многочисленные заявления, возьмут и внезапно заявят о прекращении войны? Может быть и такое. Но знаете, дело в том, что должен кто-то взять на себя ответственность за. Что не будут стрелять, да? Да, мало того, более того, завершение войны – это определенные условия. Вот. Представьте себе Зеленского, который постоянно говорил, что мы должны воевать и так далее, и так далее, и так далее. А тут вдруг вот, он выходит и говорит, я передумал. Вот. Соглашаемся. Вот. Я, например, слабо себе это представляю. Но вот я себе представляю абсолютно, я могу представить ситуацию, при которой, условно говоря, вот, Зеленский заявляет о том, что я ухожу в отставку, я не могу смириться с этим давлением, вот, и передает все свои полномочия Стефанчуку. Стефанчук, в отличие от Зеленского, является человеком крайне трусливым. Вот, как раз человеком, который понимает, что ему не светит больше ничего, амбиций у него больше никаких, он может подписать все, что угодно. Значит, почему так просто внести в Конституцию Украины пункт о НАТО и так непросто его оттуда убрать? Вот такая вот есть ситуация, что у нас любые изменения в Конституцию, вот, необходимо, чтобы была значит, процедура внесения изменений в Конституцию, предвидит, что необходимо там, на первой сессии, чтобы проголосовало большинство депутатов, на следующей сессии необходимо, чтобы это было подтверждено 2/3 голосов вот, депутатов. Насобирайте сегодня 2/3 голосов депутатов. Вот. Ну почему? За военное положение конституционное большинство Нет, я проголосовало. понимаю, это за военное положение. Но это же военное положение в данной ситуации. Это же не... Это, знаете, есть вещи, которые нужны Зеленскому, а есть вещи, которые нужны внешним игрокам. Вот. С внешними игроками у нас начинают играть вот в такую себе как бы демократию. Мы никого не заставляем. Ну да. Значит, отказ Зеленского, Петр спрашивает, положить конец в Лондоне, войне в Лондоне на условиях уже, можно сказать, Запада, не явился ли следствием того, что он обиделся, что на сами переговоры в Лондон его не позвали, а позвали Ермака? Да нет. Нет, нет. На самом деле все же чудесно. Есть определенные форматы, на которые зовут президенты, на которые съезжаются президенты. Есть форматы, на которые съезжаются премьеры, а есть министры иностранных дел. Так что в данной ситуации сразу же было указано, что будут министры иностранных дел, а с ними советники, политические советники. Ну, так что тут ничего странного нет. Изначально никто не собирался приглашать Зеленского. Зеленского будут приглашать на те мероприятия, на которых будут принимать участие первые лица государства.
Да, значит, давайте тогда переходим к чату трансляции. А, Вопрос. Добрый вечер. Говорят, мама Ермака живет в Питере. Что вы знаете об этом? И она родом из Питера, но она живет в Киеве. Ну, вот как-то так. Значит, спросите, пожалуйста, Роберт Маккол, Бондаренко, Зеленский такие переплюнул Мануэля Норьегу и Рафаэля Леонидаса Трухильо, или это еще впереди? Но там можно перечислять и других. Значит, вот, знаете, вы сразу же программируете судьбу ему. Значит, так что, скажем, не самая завидная судьба была, как и в случае Норьеги, так и в случае с Трухильо. Вот. А что касается Норьеги, ну, знаете, вот как раз когда я говорил о богатом опыте борьбы с разного рода строптивыми диктаторами, вот, то Норьега, которого попросту американцы захватили и отправили его в американскую тюрьму, президента суверенного государства. Вот, он показателен. Ну, я очень не желаю Зеленскому такую судьбу. Вот, просто говорю о том, что он играет с огнем. Андрюха, вечер добрый. А есть шансы повторения белых, Белецкий, и зеленых, тех, кто у власти сейчас, в стиле белых и красных после 22 года? Ой, вы слишком преувеличиваете значение Белецкого, так, фигуру Белецкого. Ну, я понимаю, что на безрыбье и рак рыба вот, в данной ситуации, но как-то слишком много ему внимания уделяют. Значит, Алекс К. Вопрос. Почему Трамп до сих пор панькается с Зеленским? Время уже упущено? Ну, почему упущено? Я не думаю, что время упущено. В данной ситуации Трамп показывает, что он выше всего этого, и он просто показывает, что я хотел сделать как лучше, если они не хотят, то пусть сами. Вот, мы умываем руки. Вот. Но при этом, понятное дело, будет определенная обида и будут определенные выводы. Я именно поэтому и говорю о том, что Зеленский играет с огнем. Изяшниперсон. Вопрос. Россия по всем направлениям уже много месяцев наступает. Скажите, пожалуйста, способны ли военные чины Украины хотя бы остановить продвижение России? Вы знаете, вот как-то несколько месяцев назад я общался с одним чиновником, не военным чиновником, так он считает, что у нас все хорошо в Украине. У нас все хорошо, все нормально. Россия ж продвигается очень медленными темпами. Вот. Если они будут такими темпами продвигаться, то они будут там 3-4 года идти к Днепру, вот, а потом будут еще лет 20 идти там, к Львову и так далее. Ну, мы играем там на истощение России. Вот так считает этот чиновник. Вот. Понятное дело, что это абсолютно безответственная ситуация, безответственная позиция. Но я подозреваю, что подобного рода мнение существует и в голове у высоких чинов, потому что это чиновник, скажем так, уровня заместителя министра. Вот, то есть среднее звено. А я представляю, что думают там ближайшее окружение Зеленского. Ну что, вот, неделю воевали за одно село, там еще неделю за другое село вот, и прочее. Вот, украинское государство существует, вот, оно же никуда не девается. Вот, ну, потеряли еще пару сел. Вот, вот такой подход. Да. Красный перец просит вам задать вопрос. Украине Ленин подарил имя. Сталин, Львов, Хрущев, Крым. А что Украина добилась сама? Ну, нет, ну не Сталин подарил имя Украине. Украинская Народная Республика была провозглашена независимо от этого. И если говорить про имя, то оно, в принципе, зарождается в польской среде, в среде польских политиков в начале XIX века, потом в середине XIX. Но это длинная история, пересказывать, читать лекцию я не буду. Ленин только провозгласил право нации на самоопределение. Еще до революции, еще фактически в те времена, когда он не был ни общепризнанным деятелем, ни председателем Совета народных комиссаров.
Вот право нации на самоопределение, да, большевики были первыми фактически, кто на этом акцентировал внимание, одними из первых. Но название Украины не придумывал Ленин, Ленин не придумывал Украину как таковую. Давайте не будем передергивать. Давайте. Брат, Да. наоборот, пользователя. Есть ли будущее у Порошенко политическое или Тимошенко? Как вы оцениваете? Почему будущее? У них есть настоящее, они оба являются элементами украинской политики. Они оба будут, я уверен, принимать участие в президентских выборах. Я сомневаюсь, что обоим что-то светит на этих выборах, но, в принципе, я уважаю уже вот эту именно политическую последовательность обоих политиков, которые никуда не уходят из политики, несмотря на то, что понимают, что их время, их лучшие времена вот, остаются в истории все-таки. Ну, тут Вега задает вопрос. Константин, прошу значит, не это, вот вопрос. А как прогнозируете, каковы на сегодняшний день перспективы прекращения этой братоубийственной войны и что ждет нас завтра? Но, опять же, все будет зависеть от твердости позиций сторонников мира. Вот. Партия войны сильна. Она сильна не только в Украине, она сильна и в Европе, например. Есть многие из тех, кто считают, что войну нельзя прекращать. Зеленский не был бы столь категоричен, если бы не чувствовал поддержку извне. Вот когда будет сломан становой хребет партии войны и в Украине, и за ее Так а что это пределами, за становой хребет партии войны? а становой хребет, если говорить про международные, скажем так, международный аспект, это в первую очередь это такой неформализированный союз банковского капитала и военно-промышленного комплекса, который зарабатывает на этой войне. Если говорить внутри Украины, это все те, кто тоже зарабатывает на войне, зарабатывают чины, зарабатывают свои карьерные какие-то продвижения, зарабатывают деньги, зарабатывают там капиталы и так далее. Нет, То есть подождите. все они... Вот когда вы говорите становых, это вот я почему зацепился. Смотрите, тут в чате гуляют, это пишут. Ну, это Да. как бы нормальная практика. Там, а если, допустим, ликвидируют первое лицо? Ну, допустим, Нет, да? нет, нет, нет. Это первое лицо, это только символ этой большой гидры, скажем так. Вот. Это только олицетворение, это персонификация. Вот. И знаете, как показывает опыт там, народовольцев и прочих деятелей XIX века или же эсеров-максималистов начала XX века, ну, индивидуальный террор мало к чему приводит. Вот. Поэтому не тешьте иллюзиями, что, условно говоря, бросили бомбу в первое лицо и сразу все изменилось. Нет, конечно. Вот. Потому что на самом деле это целая машина. Это огромное количество людей, которые сегодня сплотились, и из-под них необходимо выбить ресурсную базу. Только после того, как будет выбита ресурсная база, только после этого можно будет говорить об уничтожении партии войны. Вопрос от Сергея. Почему Зеленский уверенно утверждает, что на протяжении всей истории Россия и США были врагами? А как же борьба США за независимость? Вклад России весомый. Зеленского не учили истории в школе? Зеленский не знает историю. Действительно, Россия и Соединенные Штаты не всегда были врагами. Не всегда были врагами, далеко не всегда. Да, у них было противостояние, да, но при этом и были моменты очень тесного сотрудничества. И да, наш слушатель действительно прав, когда называет эти моменты. Константин, как вы считаете, Денчик спрашивает, люди, которые сейчас поддерживают Зеленского, у них есть шанс на выздоровление или от них, как тот осел, будут топить, они как тот осел будут топить до конца за него? Люди, которые поддерживают Зеленского, делятся на несколько категорий. Первые, которые поддерживают его искренне, которые верят, что да, вот нам Бог послал такого президента, и вот если бы не он, мы бы, значит, проиграли эту войну еще в 22 году, мы бы там капитулировали в 22 году. Есть такие люди. Есть вторая часть, те, которые любят Зеленского по должности. Вот. И они будут любить любого другого президента, вот, потому что они являются элементами той системы, которая олицетворяет Зеленский. Есть третья категория людей, вот, которые любят Зеленского. Ну, это, например, Елена Зеленская. Вот.
Да, эти любят, конечно. Э, Значит, пользователь Infant Terrible. Доброй ночи. Константин Петрович, почему борются с коррупцией, типа борются, но боготворят лоббизм? Почему одинаковые, по сути, понятия приносят разные результаты? И от этого Это, от пользователя зависит. нет, это, да, это, знаете, это старый-старый анекдот, который знают, наверное, все уже. Но я его просто напомню про хомячка и крысу. Вот, что крыса говорит, что хомяку, что почему такая несправедливость? Мы оба грызуны, оба мелкие, оба рыжие, вот, но тебя все любят, с тобой играют, тебя там кормят, лелеют, а меня постоянно норовят там то отравить, то какие-то на меня капканы, там то какой-то яд мне там сыпет. Вот, почему так, говорит. Говорит, может, тебе имиджмейкера поменять? Так вот, в данной ситуации это тоже разные проявления. Просто лоббизм – это облагороженная форма коррупции. Елена, в общем, Елена, это в чате вопросы продолжаются. Как вы относитесь к нынешней фильтрации украинцев в Шереметьево? Очень актуальная тема. С одной стороны, я понимаю, чем вызвана фильтрация. С другой стороны, я думаю, что слишком предвзятое отношение к украинцам в Шереметьево. Я знаю, что многие хотят поехать в Россию, несмотря на войну. Я знаю, что у многих есть там и родственники и так далее, но я знаю одну женщину, которая всегда была, скажем, она выступала против всего того, что происходило в Украине после 2014 года. Она всегда критиковала позицию Украины. Вот, она приехала, она никогда не была в политических каких-то замеченных моментах. Сама она родом из Донецка. Вот, проживала некоторое время за рубежом, потом решила поехать в Москву. В Шереметьево ей влепили 50 лет, на 50 лет запрет на въезд. 50 лет. Я не знаю, чем руководствовались, я не знаю, но мне кажется, что иногда тоже там существует свой перебор. Артур, где народ больше зомбирован, в России или в Украине? И начнут ли открываться глаза? А война это, в принципе, такая пора, когда пропаганда очень активно начинает действовать. И пропаганда, она не менее, скажем так, опасна, чем ракеты, чем снаряды или мины. Вот, потому что пропаганда убивает в людях здравый смысл. Вот. И человек без здравого смысла – это уже не человек, а зомби. Так что, ну, знаете, говорить где, мне очень сложно сравнивать, потому что в России я не был с 2021 года. Мгм. Да. Мне сложно говорить, какова там ситуация. Я могу говорить про Украину. Ситуация достаточно сложная. Хотя тоже в последнее время количество людей со здравым смыслом начинает увеличиваться. Просто среди моих многих знакомых в 2022 году, например, были ура-патриотические настроения, в 2023 году была растерянность, а 2024-2025 год – это уже определенные такие настроения, так дайте мне Зеленского подержаться за его горло. Ну, давайте еще пару вопросов. Время позднее, но тем не менее, спасибо большое, что остаетесь с нами, что вот как бы, да, вот, несмотря на то, что так вот мы сегодня запоздалый стрим, ну, вас очень много, и это очень радует. Друзья, обращаюсь ко всем, поставьте лайк и подпишитесь, если не подписано. Половина смотрит без подписки. А, Вот такие парочку вопросов. Значит, Женя Спрак спрашивает, кто, по вашему мнению, мог бы сыграть ключевую роль в завершении конфликта в случае изменения руководства? Ну, по Конституции это спикер Верховной Рады. Тут вопрос, останется ли спикером Стефанчук или же внутри Верховной Рады произойдет определенный переворот. А, Владислав, вопрос, чем Украину не устраивала жизнь двухтысячных, зачем продались и предали? Продались, предали. Знаете, на самом деле это сложная ситуация, потому что феномен цветных революций – это не всегда феномен предательства и прочее. В любом обществе существует определенное количество компрадоров,
тех, которые готовы за определенные стеклянные бусы и обещания власти открыть свой рынок и продать свой суверенитет другим государствам. Вопрос в том, как устроена психология масс, что они на каком-то этапе начинают безоговорочно доверять откровенным проходимцам. Так, ну давайте еще уточним, чтобы хвосты, как говорится, как у нас в этой академической среде говорят, потому что Денчик жалуется, что Константин так и не ответили, есть ли шанс на выздоровление у нас. Вот какой Есть, вопрос. есть шанс, и обязательно выздоровление будет проходить, но это выздоровление будет очень и очень болезненным. Да, пользователь спрашивает, так чего же Украина добилась сама? Тоже не прозвучал ответ. Добилась сама в каком смысле? Ну вот это вот там Ленин подарил там имя, там Сталин имя, вот это все. Ну, знаете, история Крым, Украины, она Хрущев. очень, история Украины является очень, скажем так, пестрой. Вот. И говорить о том, что добилась сама и так далее. Нет, знаете, среди историков еще в 90-е годы, среди историков украинских ходил анекдот, что назовите самых выдающихся деятелей украинской истории. Еще тогда звучало это, и говорили, что Ленин, который провозгласил право нации на самоопределение, Сталин, который присоединил Западную Украину, Хрущев, который присоединил Крым, и Брежнев, который захватил власть в Москве и управлял большой империей. Мгм. Но это воспринималось именно как анекдот, вот, а сейчас этот анекдот ложится в основу определенных концепций. Эм, Украина на самом деле формировалась очень неоднородно, вот, потому что территория Украины в 1917-18 годах это одно, потом территория Украинской Советской Социалистической Республики, которая сформировалась за годы скажем, пребывания в составе СССР, это совершенно другое, это уже административная единица в составе СССР, именно административная единица. А потом эта административная единица в 1991 году обрела независимость. То Ну, есть это... смотрите, я так понимаю, что нет, смотрите, тут понятное дело, тут есть вот уточнение, когда украинский язык появился, когда украинский этнос появился, то есть дат нет в истории. Конечно, что дат нету, но дело в том, что формирование определенных там, Не-не-не, скажем, формирование, особенностей. смотрите, люди Да, же как, они, вот смотрите, то есть, я же тоже учил историю Украины, да, вы конечно. историк, то есть, да, ну, Да. дат нет. Нету, конечно, что сказать, что там, условно говоря, что украинский язык появился в 1442 году, условно говоря, ну, такого точно никто не скажет. Вот. Понятное дело, этот процесс вообще живой процесс. Живой процесс, и этот процесс каждым поколением меняется, каждый язык меняется с этим поколением. Ровно как Но и в целом, этнос, да. да. В целом, там филологи, например, говорят о том, что определенные там отличия между киевским и новгородским живыми языками, которые прослеживаются в киевских софийских граффитях и в берестяных грамотах новгородских, что он существовал еще в средние века. Отличия существовали, отличия. Вот. Ну, понятное дело, что эти отличия в рамках пребывания там, разных народов под разным влиянием там, и так далее, они усугублялись. Там, проникали другие языки, языковые нормы, проникали другие какие-то особенности. Вот. И 100 лет назад, вот приблизительно 100-150 лет назад, славяне могли понимать друг друга, вот, несмотря на то, что кто-то говорил на сербском, кто-то на польском, кто-то на русском языках, вот они понимали абсолютно друг друга. А сейчас им для того, чтобы понять друг друга, приходится пользоваться английским. Это точно. Значит, ну, давайте точку поставим. Ребят, вопросов очень много, вы нас не отпускаете, конечно, да, и там и про Папу Римского, Константин Петрович. Ну, не знаю, мне кажется, что уже столько сказано про Папу Римского и про вот это все. Давайте тут дождемся, будет интересно, когда вот это все, Конечно. когда Я приедут. не делаю ставки на то, кто из кардиналов будет следующим папой. Я не Бычок сдвигаюсь. будет? Очень сомневаюсь, очень и очень сомневаюсь. Украинский кардинал Бычок может теоретически быть. Да. Давайте точку поставим вот здесь. Как Хотя повли... что интересно, вы знаете, что вот в Беларуси сейчас назначен новый нунций, папский нунций. Вот, и впервые в истории им стал не представитель римской католической церкви, а грек-католической церкви. Впервые.
Да, значит, давайте вот на этом вопросе закончим, потому что тоже очень интересные вещи, и мы за вот этим всем шумом, а там вот прям очень такая тема. И даже когда Витков, все такие, вот, у нас кто-то пишет, кто ж у нас безуглая, по-моему, ну какая кто-то, да, безуглая, пишет, вот, смотрите, или Гончаренко, или безуглая, не знаю, кто-то из них. Смотрите, Витков едет к Путину, а к нам в Лондон не поехал, то, Лондон. да, на переговоры имеется в виду. То есть, то там есть четкая линия, потому что Витков летит к Путину не только по вопросу Украины, еще и по Ирану. И вот пользователь, рожденный в СССР, спрашивает, как повлияет конфликт в Украине, возможно, на этот конфликт в Украине, возможная ядерная сделка США и Ирана. Да никак. На самом деле это один из элементов новой большой архитектуры, мировой архитектуры, в которой это два параллельных процесса. Вот. Ну, то есть не надо вот это тень на плетень Нет, наводить, городить нет, огород. нет, нет, точно. У Украины была возможность принимать участие в ядерных программах Ирана. Вот. Был Бушерский контракт, небезызвестный, когда Иран хотел купить у Украины эти самые реакторы для строительства Бушерской атомной. Вот. Но Кучма решил пойти на поводу у Соединенных Штатов. Вот. И фактически приехала Мадлен Олбрайт в то время, госсекретарь, и Кучма сказал, что вот сегодня 8 марта, я сделаю вам подарок. Вот женский день, я сделаю вам подарок. И отменяю этот. Вот мы выходим из Бушерского контракта. Вот так у нас иногда принимались решения. Да, друзья, всем большое спасибо. Много вопросов, действительно. Я всем хочу сказать, что телеграм-канал Костя Бондаренко и его YouTube-канал есть тоже такая же рубрика с ответами на вопросы, поэтому как бы переходите к Константину Петровичу. И очень важно, я вот все равно, я очень рад тому, что несмотря ни на что, да, вот как это, есть такое это выражение, эту песню не задушишь, не убьешь. Несмотря ни на что, вы все равно находите возможность, пользуетесь там где-то VPN, где-то не VPN, где-то меняете настройки, но все равно по средам традиционно, вот даже сегодня Константин Петрович так спешил именно за этим ощущением, что вы нас смотрите, привыкли, и вот никакие трудности, ни там какие-то там сорванные не знаю, автобусные рейсы, пробки и никакие вещи вот все-таки нам не мешают встречаться. Константин Петрович, спасибо большое за время и мысли. Спасибо и вам, и до новых встреч. Берегите себя, очень интересно и динамично развиваются события. Ставьте лайки, пишите в комментариях, что думаете вы по поводу сегодняшнего обсуждения. Добра и света в каждый дом. До скорого.